Цель приезда? Этнографическая экспедиция. Понятно. Нефть ищете? Не совсем. Салям алейкум всем подряд. Сегодня у нас пятница, молельный день для местных и не молельный для неместных. Февраль, на улице сейчас плюс 9, обещают плюс 26, яркое солнышко, день просто чудесный. И в такой день нет ничего лучше, как поехать и поискать ископаемые. Вот мы этим сегодня и займемся. Сейчас мы едем по Макка-Роуд. Это самый центр Рияда. И сейчас мы проедем еще примерно метров 500. И потом выйдем направо, повернем на Кинг-Фахд-Роуд. Это вторая центральная улица Рияда, которая пересекает город с севера на юг. Или с юга на север, как вам угодно. Вот поворачиваем на Кинг-Фахд. И теперь едем прямо и прямо. Впереди справа по курсу знаменитая Kingdom Tower, именуемая Открывашкой. Самое высокое здание Рияда. Вот справа, во всей красе, как говорится. Так, а тут что-то произошло. Ага. Полицай врезался. О, тут трафик accident. Такси. Опоры вдоль дороги справа — это строящееся метро, которое в Рияде надземное. Будет несколько веток. Так, и здесь авария. Что-то с утра как-то сегодня не на шутку они разгулялись. На противоположной полосе там сильно раскурочен. Да, неплохо врезался. Машина вообще в смятку. Легковуха. Трак перевернулся. Кстати, пожарные желтого цвета в Рияде. Ну, естественно, теперь слева пробка на встречной полосе. Так, вот дорога шоссейная закончилась, и съезжаем на этот самый, на оффроуд.
тут такой укатанный оффроуд. То есть здесь машины часто ездят. И даже временами тут похоже, что даже какое-то покрытие. Так, надо полагать, что мы приближаемся к месту временной дислокации, цели нашего путешествия, собственно, одной из целей нашего путешествия. Сейчас мы узнаем, что здесь такое. Итак, мы прибыли на место, где по еще свежим преданиям находятся ископаемые, которым там сколько-то сотен миллионов лет. Ну, люди так говорили, которые здесь якобы их находили. То есть сейчас мы потратим некоторое время здесь, проведем некоторое время здесь в поисках этих ископаемых. Я надеюсь тоже найти. Это группа наших машин. 7 экспатов приехали сюда, французы, там англичане и так далее. Ну а это само место. Народ уже рассыпался, ищет ископаемые. J'avais l'Armada il y a 3 ans et j'ai pris celui-là l'année dernière. Nothing much out. No, it's, Bon, I allez, think on va around the partir un corner peu, more. là. Do you want me to lead to that next point? Итак, начинаю поиски в надежде что-то найти. Хотя шансов немного. Ну, посмотрим. Очевидно, что до нас тут уже побывали. И причем довольно давно. Артефакты вот налицо, как говорится. Ну вот, похоже, мои поиски увенчались успехом. Причем довольно быстро. То есть, действительно, здесь ископаемых, надо полагать, очень много. Это вот окаменелые раковины моллюсков. Очень хорошо видна структура раковин. Я даже приближу чуть-чуть. Вот так вот. А вот еще одна находка. Окаменелая улитка. Очень четко видна раковина улитки. Вот. Просто класс. А вот еще один типа улитки. Раковина окаменелая. Очень четко видно. То есть практически на каждом шагу встречаются. Так, похоже, что я здесь нашел, мы нашли реально грибное место. В смысле окаменелостей морских. Один тут товарищ, попутчик из Германии, из Гельзенкирхена, Шальке. Он, кстати, дайвер и очень понимает в коралловых рифах, несмотря на то, что он не биолог по образованию. И он тут откопал очень много улиток всяких и так далее. И говорит, что здесь, на этом месте, скорее всего, был коралловый риф, и поэтому здесь очень много окаменелостей должно быть. И действительно, мы тут нашли достаточно много этих окаменелостей, причем разных. Раковины моллюсков, и улиток раковины и так далее. Сейчас еще поищу, может, что-нибудь еще найду. Все ископаемые собрать не успел, дали сигнал на отъезд. Едем в другое место, может, там их больше. Так, под сведением только что полученным от нашего тут главного заводилы, на этом месте, где-то примерно в 30 минутах отсюда, находится пешком, находится захоронение бронзового века. Пойдем смотреть. Итак, движемся по направлению к захоронению бронзового века. Вперед. Карабкаемся вверх, вон нам туда, за гребешок. Так что еще немножко. И вот на горизонте появилась могилка бронзового века. Приближаемся туда. Это какой вид открывается панорамный с могилки, с места. А вот это вот, собственно, сама могилка. Бронзовый век, говорят, 10 тысяч лет назад. Внутри, собственно, вот это и есть могила. А вокруг, ну, что-то типа оградки. Из камушков сложенная.
Вот. И вокруг пустыня. Так, а это как могилка выглядит вблизи. Крупным планом. Еще раз напоминаю, бронзовый век около 10 тысяч лет назад. Так, спускаемся теперь вниз. Вон наши машинки на самом дне стоят. Ну и отсюда панорамка. Это последний, наверное, уже участок для сбора окаменелостей. Вот наша вся группа. И мой мустанг. Ну вот, на этом месте опять улиточка окаменелая. Судя по всему, сколько там 200 миллионов лет назад улиткам тут жилось очень даже неплохо. Потому что попадаются буквально на каждом шагу, без преувеличения. Но улиток мы уже не будем собирать, будем искать что-нибудь другое. Так, а что это такое? А вот что-то, смотрите, отпечаток какой-то. Тоже окаменелость какая-то, судя по всему. И вот в 30 сантиметрах от предыдущей улитки еще одна. Как я говорил, их здесь как в грязи. На каждом шагу. А вот так скромненько ракушечка лежит. Типичная такая. А это, надо полагать, вход в жилище местного жителя пустынного. Так, а вот это вот похоже на окаменелый коралл. Структура такая ячеистая, видна. Этого еще в коллекции нет. Забираю. А вот, как говорится, не отходя от кассы, прям два рядом. Слева улиточка и справа другой моллюск. Пасется стадо вдалеке. И вот тут вот справа пастух на Тойоте. Верблюд уже не нужен скакать за стадом. Прогресс. Самое интересное, что они там едят. А вот и пастушок. Приехал посмотреть, наверное, кто такие. По дороге домой назад наткнулись на поляну цветов посреди пустыни. Ирисы цветут в пустыне. Значит, весна.